Более 6 сотен заказов и оценка в 4,9 баллов только по одному лоту на Али. Громкость динамика лютая, физическая симка помещается внутрь без проблем. Две камеры, даже одна с автофокусом. Разумеется, есть диктофон, 4G, Wi-Fi, двухдиапазонный, Bluetooth, GPS и 4 гектара оперативной памяти. Из 64 гигабайт внутренней памяти доступно 52. Android 10 версии, которая определяет часы как телефон Redmi, экран из круглого можно сделать квадратным. Программно. Воды часы не боятся, но сборка, как всегда, кустарна. Да, отвертка в комплекте для смены симки в 2021 году выглядит удручающе. И основной их огромный плюс, я их разыграю среди вас. Условия будут в ролике. Tube 850, всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Пользы.нет, и иногда я рассказываю вот про такие странные устройства, как сегодня. Мне эти умные часы заслали без условий ТЗ давным-давно, и производитель в курсе моих критичных обзоров. Но его это не испугало. Раз в месяц за лайк, подписку и комментарий к любому видео я разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии. А сегодня я расскажу вам об умных часах Lemfa Lem 14. И не удивляйтесь, что их сложно найти по поиску на Али. Они прячутся. Отзывы странно восторженные. И я в принципе понимаю, почему, как и вы. Из всего китайского ширпотреба, который поддерживает физические симки, этот бренд самый узнаваемый и делает в прямом смысле рабочие устройства. Хотя и да, Mobvai не предлагать. И здесь есть две причины. Первая — цена. Вторая — мой личный опыт использования их глючных часов. Верю, что если вы владелец Mobvai, у вас все волшебно. Вообще во все верю, почти во все. Главное, чтобы я это дело не тестировал, тогда верить готов. Упаковка. Все просто. Два ремешка, оба печаль. Огромные часы, в которых лично мне спать невозможно. Но носить подозрительно удобно, даже на моем худом запястье. Инструкция, кабель данных и зарядки 2 в 1, плюс отвертка для смены сим-карты. По зарядке аккумулятор на 1100 мАч по цифрам просто огромный. И заряжать его нужно по кабелю с магнитными контактами, которые постоянно норовят отваливаться. Магнитятся они крайне слабо. А чтобы скинуть файлы на компьютер, лично мне вообще потребовалось держать контактную площадку, прикрепив ее к часам, чтобы соединение не отваливалось. Хотя в продаже есть адекватно удобная зарядка, но ее нужно докупать. Заряжать часы нужно бодрых 3 часа. И хотя есть люди, которые умудрялись пользоваться ими более 5 дней, я их в первый день использования и тестирования заряжал целых 4 раза. В последующие дни заряда на день хватало, а так как спать в них невозможно, заряжать было удобно ночью и неважно как долго, хоть 8 часов бы пусть заряжались. К слову, доступная внутренняя память всего 52 гигабайта, что довольно неплохо. Можно туда и фильмы скидывать, и программы, и может быть даже игры, но опять же в игры играть на этом устройстве удовольствия 0. За 4 часа отслеживания ходьбы с включенным GPS часы поедают около 30% заряда, если их не дергать параллельно, если с них еще при этом слушать музыку или смотреть YouTube, все будет в разы быстрее исчезать. Вообще автономность это чуть ли не главный, если не сказать единственный их огромный плюс, потому что габариты здесь эгегей. Реальная автономность, конечно, максимум по мне 2 дня, при этом если особо в них сильно не заползать, но правда при использовании симки. Симка у меня работала без проблем, но бенды здесь не все. Для РФ актуально, что здесь есть 7 и 20 бенд, вообще я не увидел тех, которые здесь отсутствуют, но в отзывах есть люди, которые что-то там не нашли. Так что остальным советую посмотреть, все ли, что у вас должно поддерживаться, поддерживается данным девайсом. Экран. Удобно, что можно выставлять его на 30 минут активности при бездействии. Такой редко где встретишь. Размер огромный, 1,6 дюйма. Защита Gorilla Glass 4 версии, 326 ppi плотность пикселей, что очень хорошо. Разрешение 400 на 400 точек. У экрана есть приличный недостаток, нижняя часть имеет засвет. И я уверен, что так не только у меня, а у всех. Удобно, что можно делать квадратное изображение, да и в принципе размер позволяет потреблять контент и читать при необходимости. Понятно, что это все сделано программно. Watchface'ов море, яркости за глаза даже при использовании на улице при ярком солнце. По железу. Данные AIDA вы и так видите. Внутренней памяти 64 гигабайта, оперативки 4 гигабайта. Процессор Helio P22 и кто бы что ни говорил, он древний. Android 10 версии, притом урезанный. Есть программа для взаимодействия с телефоном WII Watch 2. По работе в интерфейсе она здесь молниеносная. Но при использовании часов непрерывно дольше 20 минут, вы сейчас видите, до скольки градусов они разогреваются, и это не предел. И помните, что тыльная сторона часов частично из металла, а конкретно крышка для закрытия сим-карты, так что этот жар вы ощущать будете полностью. Игры устанавливаются, но играть в них, конечно, удовольствие по мне 0. Защита от влаги IP68, по Bluetooth и Wi-Fi часы подключаются без проблем, но нагрудный датчик к ним у меня подключить не удалось для отслеживания вашего пульса. Камера в 2,5 мегапикселя
мегапикселей снимают ультра ужасно, но как регистратор супер важных событий подойдут. Одна камера даже с автофокусом. Скидывать фото и видео с них просто. Вот пример работы фото и видео. Передняя камера Lemfo LEM14, если вот на вытянутой руке будет она снимать максимум так. Вблизи вообще никак. Ширика, конечно, никакого нет. Вот так небо. Так все остальное. Пример работы камеры Lemfo X. Точнее, пример работы камеры Lemfo LEM14. Гром. Конечно же, с часов можно звонить, можно переписываться во всех мессенджерах, общаться с Google помощником, Google Market установлен, можно серфить в интернете, звонить, писать сообщения, еще много всего, как и с телефоном. По минусам: оба ремешка ужас, стекло с хорошей олеофобкой, но крайне маркое, автономность печаль, зарядка через пины, напоминаю, бодрых 3 часа. Даже заряжать часы по большому счету лютый головняк, если не докупить отдельную зарядку. Часы греются сильно, вы уже видели, внизу экрана часов просто лютые засветы, перевод всего убогий, но читаемый. NFC модуля нет, платить ими нельзя. Antutu работать не хочет. При нагрузках корпус разогревался до 48 градусов, и это не предел, и это горячо. Вес, даже проговаривать не буду, видите сами на экране. Для России часы с камерой могут классифицироваться как шпионское устройство, хотя в данном случае лично по мне, смотря как это трактовать. Здесь камеры не скрыты, ведь гаджет не считается шпионским, если функции фото и видеосъемки прописаны в паспорте изделия как стандартные, здесь они прописаны. Объектив встроенной камеры не скрыт, он здесь не скрыт, а также имеются элементы индикации, отображающие режим съемки. Во время съемки у вас вообще экран горит и показывает, что вы снимаете. Все это здесь есть, и в магазинах эти часы продают. Разъяснений море, а с такими размерами можно вообще не паниковать, я считаю их вообще стационарными, а не портативными. Повторяю, что NFC нет, и для многих это огромнейший минус. Симку вставили, а модули NFC не смогли. Поддержки симки физической смогли сделать, а NFC модули засунуть не смогли, тем более за эти деньги. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и она меняется как на качелях. В моем телеграм-канале можете посмотреть на альтернативные предложения по часам или промокоды. Сейчас, кстати, идет сейл на Алиэкспрессе, а промокоды почему-то обновляются каждый день. Я уже 3 раза один и тот же смог использовать, что очень даже хорошо. Резюмирую, советую их выиграть у меня. Для этого достаточно подписаться на основной канал и канал для стримов с колокольчиком и оставить комментарий под этим роликом с ответом на вопрос: имеют ли такие девайсы право на жизнь, или это все лютый обман несведущих пользователей. Ставьте лайк за труды, девайсу нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.